Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного американского режиссера, продюсера и сценариста Стивена Спилберга. Вы должны были слышать имя данного человека, потому что он снял достаточно много известных фильмов и сильно повлиял на киноиндустрию в целом. Итак, давайте начнем. Первое издание по Стивену Спилбергу в коллекции — это коллекционное собрание по Стивену Спилбергу, которое содержит 8 фильмов. Это «Дуэль», «Шугарлендский экспресс», «Челюсти», 1941, «Инопланетянин», «Всегда» и 2 части «Пара юрского периода». Первый фильм из данных, «Дуэль», вышел в 1971 году. Далее «Шугарлендский экспресс» 1974, фильм «Челюсти» 1975, 1941 вышел в 1979. Далее «Инопланетянин» вышел в 1982, «Всегда» в 1989, первая часть «Парк юрского периода» 1993 и «Парк юрского периода. Затерянный мир» 1997 год. Четыре фильма из данного сборника можно найти в других изданиях. Это «Челюсти», «Инопланетянин» и «Парк юрского периода». А 4 у нас выходили только в рамках данного издания. То есть это все остальные издание представлено в таком виде. И накатки данного издания выполнены в общем стиле и отличаются от накаток обычных изданий фильмов. Так, я говорил, что 4 фильма выходили и в отдельных изданиях. Это фильм «Челюсти», известная картина, которая сильно изменила индустрию. Фильм «Инопланетянин». И «Парк юрского периода». Стивен Спилберг снял 2 части из 3 в данной трилогии. Вот эти 3 фильма «Челюсти», «Инопланетянин» и «Парк юрского периода» становились самыми кассовыми фильмами за всю историю, когда выходили. И они одни из самых известных в фильмографии режиссера. Далее следующее, это у нас квадрология «Индиана Джонс», которую я уже показывал вам. Показывал в обзоре своих 4К изданий. Это 4 части. Это «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега», который вышел в 1981 году. Далее «Индиана Джонс и храм судьбы».
который вышел спустя 3 года в 1984 году. Далее, в 1989 году вышел «Индиана Джонс и последний крестовый поход». И, наконец, в 2008 году вышла последняя на сегодняшний день часть «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа». Также четвертый фильм представлен у меня в формате Blu-ray. Остальные 3 части также выходили на обычный Blu-ray, но русский язык представлен в них только субтитрами. Далее, следующая картина Стивена Спилберга — это фильм «Империя Солнца», которая вышла в 1987 году. Представлен у меня в виде DVD. Данный фильм интересен тем, что в нем впервые главную роль в полнометражном фильме сыграл известный на сегодняшний день актер Кристиан Бейл. А также это одна из первых ролей Бена Стиллера, который сыграл небольшую роль в данном фильме. Далее, в 1991 году вышел фильм «Капитан Крюк» с Дастином Хоффманом и Робином Уильямсом. Представлено издание в формате 4К. Также данный фильм представлен вместе с другим фильмом в формате DVD. Далее. Картина, которая принесла Спилбергу 2 Оскара, это «Список Шиндлера», которая вышла в 1993 году, которая представлена у меня в формате 4К и в обычном Blu-ray. На обычном Blu-ray представлен только фильм. А в формате 4К, помимо самого диска, также идет диск с дополнительными материалами, а также карточки и буклет, в котором кратко рассказывается о фильме. Следующая картина также принесла Оскар Стивену Спилбергу, в данном случае один, за лучшую режиссуру. Это картина «Спасти рядового Райана».
Данный фильм представлен у меня в двух форматах, помимо 4К. Есть также данный фильм представлен на DVD в составе сборника коллекции фильмов Стивена Спилберга. Перейдем к ней. Помимо «Спасти рядового Райана», который вышел в 1997 году, в 1998 году, здесь также представлены фильмы «Поймай меня, если сможешь» 2002 года, «Терминал» 2004 года и «Война миров» 2005 года. То есть здесь 3 фильма с Томом Хэнксом. Это «Терминал», «Поймай меня, если сможешь» и «Спаси рядового Райана». И 1 фильм с Томом Крузом «Война миров». «Война миров» также выходила в формате 4К, но данного издания пока нет в коллекции. Далее, следующая картина — это фильм «Искусственный разум» 2001 года. Единственный фильм Стивена Спилберга, который представлен у меня иностранным изданием. Известная картина, которую изначально должен был снимать Стэнли Кубрик, но сначала у нас были не готовы технологии, а потом и сам режиссер умер. Чешское издание данного фильма. Далее, в 2002 году вышел фильм Стивена Спилберга «Особое мнение». Представлен таким коллекционным изданием, в котором присутствует буклет с кадрами из фильма и 5 карточек. Далее, из тех фильмов, которые не показывал, в 2005 году, помимо «Войны миров», вышел фильм «Мюнхен». Драма. Последний на сегодня фильм, который будет в формате DVD. Далее, после «Индианы Джонса и Королевства Хрустального черепа», который я показывал в 2011 году, вышел единственный анимационный фильм режиссера. Это «Приключения Тинтина и Тайна единорога», который сделан на основе комиксов РЖ. В картине также участвовал Питер Джексон. В один год с данной картины также вышел другой фильм. Это фильм «Боевой конь» 2011 года. Издание Disney. Далее. В 2012 году вышел фильм «Линкольн» с Дэниелом Дэ-Льюисом, который за роль в этом фильме получил свой очередной Оскар. Которых у него 3. Спустя 3 года, в 2015 году,
Том Хэнкс и Стивен Спилберг снова его объединились, и получился фильм «Шпионский мост», основанный на реальных событиях. Спустя год, в 2016 году, вышла сказка от Стивена Спилберга «Большой и добрый великан». По произведению Рольда Даля от Дисней. Далее, спустя год, вышла еще одна картина с Томом Хэнксом, секретная, от Стивена Спилберга, в которой также снялась Мэрил Стрип. Это фильм «Секретное досье». Еще один фильм режиссера, основанный на реальных событиях. И, наконец, последняя картина, которая выходила у нас, которая вышла в 2018 году, это фильм «Первому игроку приготовиться». В котором большая часть фильма сделана с помощью технологии захвата движения. И это последний фильм, который выходил в нашей стране на физических носителях от данного режиссера. Таким образом, из всех фильмов режиссера, из ранних фильмов у меня не хватает только «Амистада» и «Близкие контакты третьей степени». Еще один фильм «Цветы ледовых полей» не нашел сведений о том, что он выходил у нас в каком-либо виде. А фильм «Висцерская история» 2021 года и «Фабельманы» 2022 года по понятной причине не выходили у нас ни в каком виде. Также такая вот коллекция фильмов данного режиссера у меня есть. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, ждите следующих видео. Пока.